Вы задумывались, зачем люди вообще смотрят видео про путешествия? В поисках вдохновения и чтобы, может быть, когда-нибудь приехать самим? Возможно. Сегодня предлагаю отправиться в место, которое, безусловно, интересно с точки зрения географии, политики, законов, ну и, конечно, истории. Однако в это место никто никогда из вас, скорее всего, не поедет. Итак, Медвежье Саньково или единственный анклав России в Беларуси. Погнали! Ну а пока я еду, а ехать недолго, можете написать комментарий, что этот кусочек земли все-таки правильно называть эксклавом России в Беларуси, как и Калининградскую область, в отличие от настоящего анклава Ватикана или Сан-Марино. Хотя лучше просто подпишитесь на канал, пока я еду свои несчастные 600 километров. Я решил начать сегодняшний видос напротив церкви, а именно она за моей спиной, хотя без куполов ее сложно узнать, потому что, а где еще могла начаться эта история больше века назад, кроме как рядом с церковью? Итак, далекий 1907 год. Село Добродеевка. 50 километров до Гомеля, хотя в данном контексте будет правильнее сказать 240 километров от Брянска. Короче, явно не центр мира. Земли здесь песчаные или болотистые, поэтому сельским хозяйством немного не очень. Однако местные мужики рукастые сбились в плотницкую артель и добывают деньги, скитаясь по всей стране. И тут происходит очень странный поворот. В 1907 году плотницкая артель подается на заработки в Соединенные Штаты Америки. Еще раз. Брянская область, Соединенные Штаты Америки. 1907 год. Нормальный такой work and travel времен золотой лихорадки. Как считаете? Напишите в комментах. Тут сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что о данной истории известно из книги «Капелька России». Автор – местный краевед и журналист. И вроде как именно он первым в истории страны вынес существование этого анклава, скажем так, в инфополе. Но книга написана в 90-х. Люди, воду заряжали у телевизоров. Поэтому давайте допустим капельку небольшого авторского вымысла в этих словах. И скажем, что это одна из версий. Кстати говоря, по другой, намного менее популярной, селение образовали некие беглые староверы. Несколько лет суровые брянские мужики пахали на шахтах в далеком Питтсбурге. Однако около Первой мировой войны они возвращаются в родную Добродеевку, в котором было негде селиться. Это сейчас бери да заезжай, а тогда они покупают каждый по несколько десятин земли в, по сути, лесном болоте у местного помещика Николая Шведова. Причем доподлинно неизвестно, купили ли они сразу или речь шла про жесткие проценты. Это на самом деле не важно, потому что Великая Октябрьская революция обнулила и помещиков, и долги крестьян перед ними. Таким образом и были образованы две небольшие деревеньки – Медвежье и Саньково. Изначально эти населенные пункты относились к Гомельской губернии, которая входила в состав РСФСР. Да, в 1920-х годах Белорусская социалистическая республика оставалась без значительного своего куска территории. Так получилось намеренно, чтобы Польша даже и не пыталась восстановить территории Речи Посполитой. Ну а во-вторых, чтобы немножко ослабить национальные настроения некоторых граждан. Местные были, очевидно, не особо в восторге, и весьма скоро была создана специальная комиссия Политбюро, которая ездила и общалась с местными партийными деятелями на предмет: а вы русские или белорусы? А как вы помните, большинство семей, которые населяли наши населенные пункты, было из русского села Добродеевка. Соответственно, большинство и называлось русскими. Соцопросами дело, конечно же, не ограничилось, и подключали также ученых с целью изучения региона Гомельщина. В итоге к 1926 году Гомельская губерния была окончательно упразднена, основная масса территории отошла к БССР, произошло ее первое или второе укрупнение, а наши две деревни отошли к РСФСР по вышеобозначенным понятным причинам. Правда, тогда они не были еще анклавом и соединялись через деревню Хатки или Хатки, которые потом переименовали в Красное Знамя, а Санькова на картах тех лет так и вовсе почему-то Саньков. Смотря на эти поля, можно задаться вопросом, а где деревня-то? Этим населенным пунктам всю свою историю катастрофически не везло. Тут уже четверть века в реальности никто не живет. При этом 100 лет назад деревни разрослись, в Медвежье им было примерно 50 домов, а в Саньково 40. Существовала мельница и небольшой колхоз с названием «Новая деревня» и молочная ферма. Ну а дальше приходит война. Вообще белорусы очень щепетильно относятся к памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Что, в общем-то, и логично, поскольку, по некоторым оценкам, погибло вплоть до трети от довоенного населения.
Деревни очень быстро попадают под оккупацию, а местные массово уходят в партизаны, благо местность здесь действительно этому хорошо способствует. Забавно, что в ходе очень ловкого трюка назначенный оккупантами староста деревни Севастьян Справцев оказался бывшим председателем колхоза. Ну и, конечно же, подпольщиком по совместительству. К сожалению, при отступлении войска вермахта в 1943 году поджигают Медвежье и Санькова. Сухая погода способствует очень быстрому распространению огня, который доходит даже до соседней Добродеевки. Ну а наши деревни сгорают дотла. После того, как я отснял этот небольшой фрагмент видео, ко мне подруливает черная Нива, из нее вылезает двое молодых людей в камуфляже, не грибники вообще ни разу, а пограничная служба при исполнении. Ибо бдительные местные сообщили обо мне и моих похождениях куда следует. Мы миленько поболтали с сотрудниками, я показал им паспорт, объяснил, кто такой, зачем, что я тут делаю, что снимаю, дал ссылочку на канал. Она у вас есть. Может, они даже подпишутся, не знаю. Со мной провели профилактическую беседу о недопущении всяких нарушений, ну и отпустили с миром. Возможно, этому способствовало то, что я не очень похож на нарушителя границы. Но это не точно. В любом случае, бдительность — это хорошо и правильно, и ничего против я точно не имею. Однако, сами понимаете, что после такого предупреждения лезть куда-то там через границу и снимать, ну, это уж совсем верх отчаяния и неразумности. Поэтому в данном видео никаких вставок непосредственно из самих деревень Санькова или Медвежья нету. В это сложно поверить, но в 60-е и 70-е годы в этих селах жизнь била ключом. Общее население составляло больше 500 человек, в Медвежьем была большая ферма, а в колхозе разводили лошадей, как пишут в интернете, для работы на мельнице. В селах была школа для детей, ну и, конечно же, клуб с танцами по вечерам для взрослых, куда же без этого. В середине 80-х были даже планы по проведению водоснабжения, однако этим планам не суждено было сбыться. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять. В 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа, которая затронула и наши деревни. И хотя расстояние по прямой отсюда до Чернобыльской АЭС порядка 150 километров, это существенно меньше, чем от АЭС до, например, Киева, однако радиоактивные осадки зацепили и наши две деревни. И несмотря на то, что деревни расположены очень близко, Санькова попадает в зону отчуждения, а Медвежье относят к более мягкому режиму – отселения. Однако к 1990 году из постоянного населения остались лишь старики, которые отрицают радиацию. Все остальные же перебрались в Добродеевку либо в другие населенные пункты, что весьма иронично, потому что они вернулись туда, откуда приехали их деды или прадеды. Уже к началу 21 века постоянного населения не осталось, населенные пункты были ликвидированы. Казалось бы, это обычная тропинка в лесу, но она ведет от Добродеевки к нашему анклаву. И самое время обсудить некоторые юридические нюансы. Смотрите, за моей спиной территория Российской Федерации. Где-то в паре сотен метров впереди граница и, соответственно, Республика Беларусь. А дальше опять территория Российской Федерации, окруженная со всех сторон другой страной. И хоть у нас союзное государство, и вам не нужен загранит, но пересекать границу ты имеешь право только в специальном месте. А его тут нет, как и нет у населения, которому это могло бы быть нужно. Чисто для справки. Незаконное пересечение границы – это либо административное, либо и вовсе уголовное правонарушение. Причем, давайте посчитаем, если мы пройдем туда и обратно, то мы нарушим границу аж 4 раза. И это с каждой из стран. Иметь какие-либо разногласия с силовыми ведомствами – это, в принципе, предпоследнее желание в моей жизни. Поэтому я даже заблаговременно позвонил в местное отделение ФСБ. Да и встреченные мной пограничники подтвердили, что да, территория действительно российская. Нет, никаких спецпропусков не надо, никаких ограничений нету. А попасть все равно не можешь. Ну и напоследок еще буквально пару слов об ограничениях в данной, конкретно данной пограничной зоне. Сюда не требуется оформление какого-либо специального пропуска заранее. Однако будь добр, всегда носи с собой паспорт, как и в любой пограничной зоне. А также местным запрещено ловить рыбу, собирать грибы, ягоды, охотиться и так далее в этой 5-километровой зоне. Чему местные не особо рады, если честно. Кабинеты.
Деревья, деревья, листья, листья, гроздь, гроздья и птица. Пока я шатаюсь по школе, самое время с вами попрощаться. А вам написать комментарий, куда бы еще можно было бы съездить. А еще можете подписаться. Ехать ли в анклав Санькова-Медвежья? Ну, решать, конечно же, только вам. Территория тут и правда интересная, и даже, можно сказать, эксклюзивная. Но смотреть, если честно, не на что. Спасибо и до новых встреч!